В ночь на 24 февраля 1944 года началась операция «Чечевица». Массовая высылка чеченцев и ингушей с Северного Кавказа, которая стала одним из самых тяжелых преступлений сталинского режима. До 1938 года чеченцев в армию систематически не призывали. Ежегодный призыв был не более 300-400 человек. С 1938 года призыв был значительно увеличен. В 1940-1941 годах он проводился в полном соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности, но результаты были неутешительными. Во время дополнительной мобилизации в октябре 1941 года лиц 1922 года рождения из 4733 призывников уклонилось от явки на призывные пункты 362 человека. По решению ГКО в период с декабря 1941 по январь 1942 в Чечено-Ингушской ССР из коренного населения была сформирована 114-я национальная дивизия. По данным на конец марта 1942 года из нее успели дезертировать 850 человек. Вторая массовая мобилизация по Чечено-Ингушетии началась 17 марта 1942 года и должна была завершиться 25 числа. Количество лиц, подлежащих мобилизации, составляло 14 577 человек. Однако к назначенному сроку было мобилизовано только 4887. Из них направлено в войсковые части лишь 4395, то есть 30% от положенного по разнарядке. В связи с этим срок мобилизации был продлен до 5 апреля, но число мобилизованных увеличилось только до 5543 человек. Политика советской власти, прежде всего коллективизация сельского хозяйства, вызывала массовое недовольство на Северном Кавказе, которое неоднократно выливалось в вооруженные восстания. С момента установления советской власти на Северном Кавказе и до начала Великой Отечественной войны только на территории Чечено-Ингушетии произошло 12 крупных антисоветских вооруженных выступлений, в которых участвовало от 500 до 5000 человек. Но говорить, как это многие годы делалось в партийных и чекистских документах, о почти поголовном участии чеченцев и ингушей в антисоветских бандах, конечно, абсолютно безосновательно. В январе 1942 года была создана особая партия кавказских братьев – ОПКБ, объединявшая представителей 11 народов Кавказа, но действовавшая преимущественно в Чечено-Ингушетии. В программных документах ОПКБ ставилась цель борьбы с большевистским варварством и русским деспотизмом. На гербе партии были изображены борцы за освобождение Кавказа, один из которых поражал ядовитую змею, а другой шашкой перерезал горло свинье. Позднее Исраилов переименовал свою организацию в Национал-социалистическую партию кавказских братьев – НСПКБ. По данным НКВД, численность данной организации достигала 5000 человек. Другой крупной антисоветской группировкой на территории Чечено-Ингушетии была создана в ноябре 1941 года Чечено-Горская национал-социалистическая подпольная организация ЧГН-СПО под руководством Майербека Шерипова. До войны Шерипов был председателем Леспромсовета Чечено-Ингушской ССР. Осенью 1941 года он выступил против советской власти и сумел объединить под своим командованием отряды, действовавшие на территории Шатоевского, Чеберлоевского и части Итумкалинского районов. В первом полугодии 1942 года Шерипов написал программу ЧГН-СПО, в которой изложил свою идеологическую платформу, цели и задачи. Майербек Шарипов, подобно Исраилову, провозглашал себя идейным борцом против советской власти и русского деспотизма. Но в кругу своих близких он не скрывал, что им движет прагматический расчет, а идеалы борьбы за свободу Кавказа имеют лишь декларативный характер. Перед своим уходом в горы Шарипов откровенно заявил своим сторонникам: «Мой брат Шерипов Асламбек в 1917 году предвидел свержение царя, поэтому стал бороться на стороне большевиков. Я тоже знаю, что советской власти пришел конец, поэтому хочу идти навстречу Германии».
В ночь на 24 февраля 1944 года войска НКВД окружили танками и грузовиками населенные пункты, перекрывая все выходы. Берия доложил Сталину о начале операции «Чечевица». Переселение началось на рассвете 23 февраля. Уже к обеду более 90 тысяч человек были посажены в грузовые вагоны. Как сообщал Берия, сопротивления почти не было. А если оно все-таки возникало, зачинщики расстреливались на месте. 25 февраля Берия прислал новое донесение. Депортация проходит нормально. 352 647 человек погрузились в 86 поездов и были отправлены к месту назначения. Чеченцы, бежавшие в лес и горы, отлавливались войсками НКВД и подвергались расстрелу. В ходе этой операции происходили чудовищные сцены. Жителей аула Хайбах чекисты загнали в конюшню и подожгли. Более 700 человек сгорели заживо. Переселенцам разрешили взять с собой по 500 килограммов груза на семью. Спецпереселенцы должны были сдать скот и зерно. В обмен они получали скот и зерно от местных властей на новом месте жительства. В каждом вагоне находилось по 45 человек. Для сравнения, немцам при депортации разрешали брать по тонне имущества, а в вагоне было по 40 человек без личных вещей. Партийная номенклатура и мусульманская элита ехала последним эшелоном, который состоял из нормальных вагонов. Явный перегиб сталинских мер сегодня очевиден. Тысячи чеченцев и ингушей отдали свои жизни на фронте. Были отмечены за воинские подвиги орденами и медалями. Пулеметчик хан-паша Нурадилов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. До Эльбы дошел чечено-ингушский кавалерийский полк под командой майора Висаитова. Звание героя, к которому он был представлен, ему было присвоено только в 1989 году. Снайпер Абухаджи Идрисов уничтожил 349 фашистов. Сержант Идрисов был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Ему было присвоено звание Герой Советского Союза. Снайпер-чеченец Ахмат Магомадов прославился в боях под Ленинградом, где его называли истребителем немецких оккупантов. На его счету более 90 немцев. Хан-паша Нурадилов на фронтах уничтожил 920 фашистов, захватил 7 пулеметов противника и лично взял в плен 12 фашистов. За боевые подвиги Нурадилов был награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. В апреле 1943 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. За годы войны 10 войнахов стали героями Советского Союза. На войне погибли 2300 чеченцев и ингушей. Следует заметить, военнослужащие, чеченцы и ингуши, представители других репрессированных в 1944 году народов, отзывались с фронта в трудовые армии, а по окончании войны они, солдаты-победители, отправлялись в ссылку. Отношение к спецпереселенцам в 1944-45 годах в местах поселения и на работе было непростым и характеризовалось несправедливостью и многочисленными нарушениями их прав со стороны местных властей. Эти нарушения выражались в отношении начисления заработной платы, в отказе выдачи премий за труд. Работа по улучшению хозяйственного устройства тормозилась бюрократическими проволочками. По данным Северо-Казахстанского областного отдела хозустройства, на 1 января 1946 года в области числилось спецпереселенцев из Северного Кавказа, семей чеченцев 3637 или 14 766 человек, семей ингушей 1234 или 5366 человек. Всего семей спецпереселенцев в области было 4871 или 2132 человека. В 1957 году народы Северного Кавказа смогли вернуться на родину. Возвращение прошло в непростых условиях. Отдавать дома и хозяйства старожилам хотели не все. То и дело возникали вооруженные столкновения. Принудительное переселение чеченцев и ингушей нанесло им не только огромные человеческие потери и материальный ущерб, но и оказало негативные последствия на национальное сознание этих народов.
На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. И нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». Спасибо за просмотр.